Всех приветствую. Что ж, в этом видео я решил немножко отойти от вязкой информации и сделать простой и безобидный обзор на видеокарту стоимостью в $13, что примерно 1000 рублей-350 гривен или 5700 тенге или 33 белорусских рубля. Да, в общем, это видяха родом из 2010-го, и тут у зрителей, возможно, возникает вопрос, а зачем вообще снимать видео об этом мусоре? Ну, во-первых, это не мусор, я сам лично мечтал об этой карте с выходом второй части Crysis, ну, а во-вторых, эта видяха значительно лучше большинства встроенных процессор видеочипов, ну по типу Intel, HD Graphics и так далее. Купить такую железку можно на Авито, там куча вариантов GTS 450 и средняя цена примерно 1000 рублей. Эту карту я достал из компа у зрителя в одной из части пули из говна, и теперь давайте сдунем пыль с нее и проверим, на что она способна в 2022. Вот только прежде чем мы начнем обзор, хотелось бы забрать минуточку вашего бесценного времени и рассказать о спонсоре видео. Итак, друзья, для любой современной компании крайне важно иметь стабильную и надежную IT-инфраструктуру. От стабильности работы серверов и качества защиты от атак зависит комфорт клиентов и, как следствие, популярности ресурса. И если вы только собираетесь разворачивать инфраструктуру, то стоит обратить свое внимание на Selectel. Напомню, что Selectel – ведущий российский провайдер облаков и IT-инфраструктуры с 14-летним опытом работы. Сейчас провайдер запустил новогоднюю распродажу. На странице собраны самые выгодные предложения Selectel, которые помогут развернуть IT-инфраструктуру с выгодой до 50%. Среди акционных предложений есть скидки на выделенные серверы. Это один из флагманских продуктов Selectel. Клиентам доступен большой выбор конфигураций под разные требования по мощности и бюджету. Актуальное железо, видеокарты и процессоры последнего поколения. Бесплатная защита от DDoS атак и круглосуточная техподдержка. И сейчас вы можете выбрать готовую конфигурацию выделенного сервера в Selectel с реальной скидкой до 35%. Но и это еще не все, друзья. На странице распродажи собраны и другие акции. Например, вы можете со скидкой зарезервировать облако, получить 2 месяца администрирования бесплатно при миграции или бесплатно перенести данные в облачное хранилище Selectel. Ищите больше выгодных предложений на сайте по ссылке в описании под этим видео или по QR-коду на экране. Количество и срок акционных предложений ограничены. Подробности на сайте. Но мы вернемся к теме видео. И как я уже сказал выше, данной видеокарте уже скоро более 10 лет. И возникает вопрос, кому она вообще такая стрёмная нужна? Все очень просто, друзья. Моделируем ситуацию. Скажем, вы обычный студент или школьник, и вот вы насобирали на новый компьютер, но вам вот как обычно элементарно не хватило на хорошую видеокарту. И тут у вас есть 3 варианта. Первый – это мучиться на минимальных 720p на встройке по типу Intel HD, что крайне отстойно. Второй вариант – это купить затычку по типу GT730 или GT1030, который стоит, внимание, примерно 5000 рублей, что тоже как бы не совсем экономия. И вот третий вариант – это потратить тыщенку и взять бэушную карту по типу GTS 450 и временно переждать, пока не купите нормальную видяху. Так вот, последний вариант давайте же с вами и рассмотрим в этом видео. Обязательно, прежде чем начать тесты, я по традиции решил разобрать карту и заменить термопасту, которая явно там уже как бы подсохла. Сам радиатор снимается очень просто. Откручиваем 4 винта моей модной отверткой от Xiaomi и потом аккуратно снимаем вертушку. После чистки я достал свою термопасту от Deepcool, она какая-то там новая серия, я не скажу точно, насколько она удачная, но сама паста очень вязкая, густая, и ее нужно тонким слоем нанести на поверхность кристалла. После я решил еще раз натереть до блеска медный кружочек, сердцевину, не знаю как точно сказать, но в общем далее снова возвращаем все тот же радиатор на место и прикручиваем крепко на 4 винта. Все, теперь можно сказать, карта почистилась, она прошла примитивную профилактику и настало время закинуть ее в компьютер. К сожалению, не нашлось у меня дома Athlon 64 или Intel Core 2 Duo, у меня есть только i5 9400F и 16 оперативы. Это минимальное, что я нарыл из своих сборок. Сам компьютер это типичная базовая сборка в 2019 на B360 чипсете, однако тестировать карту я не стану с бичевым 720p на минималках, а я буду выставлять везде только средние настройки и только в 240p, ну то есть Full HD. И да, можно было, конечно, и пожалеть старушку, зная, что у нее всего лишь 1 гигабайт видеопамяти, но эта память все-таки быстрая, стандарты GDDR5 и тем более 720p на минималках это скорее всего больше тест процессора, нежели видеокарты. Что ж, первым делом начнем с контры. Еще раз напомню, я буду выставлять только средний Full HD, чтобы не делать упор в процессор, и в таком случае видим фреймрейт на уровне 70-110 кадров. Да, возможно, не везде это видно, эти 70-110. Напомню, что захват видео я делаю через автобюнер, который отнимает от 10 до 15 кадров, но если снимать вот прям прямиком с экрана монитора, то да, в среднем 70-110 на
средних Full HD. И да, я знаю, что тут очень сильно выручает шестиядерный 9400F, но если у вас там стоит какой-нибудь, не знаю, AMD Phenom или двухъядерный i3, то, конечно, будет, понятное дело, меньше кадров. Насколько меньше, я не знаю. Простите, у меня нет Phenom или i3. Еще раз повторюсь, я тестирую карту как человек, который якобы собрал новый компьютер, но ему, как обычно, не хватило на видеокарту. И поставил я временно самую дешевую бэушную, купленную на Авито. Вот и все. Вот такие дела. Окей, едем далее. На очереди теперь более требовательная шестая радуга. И тут по традиции я буду выставлять средний Full HD, причем выставлять сразу пресетом. Я думаю, комментировать тут особо нечего. Перед нами типичная нехватка мощности видеочипа и видеопамяти. И в результате что мы видим? А видим мы в среднем 30 кадров, что явно печально, особенно для сетевых шутанов, в которых минимально должно быть ну хотя бы 60-50. Поэтому тут можно с уверенностью сказать, что Rainbow 6 на этой карте хоть и можно запустить, но вот стрелять будет сложно. И над вами будут просто смеяться тиммейты на своих 2080 Super. Нет, конечно, можно понизить разрешение до 720p и упасть лицом в грязь, что я, собственно, и сделал ради интереса. И да, фрейм, конечно, поднялся и даже вот до 45. Однако это не то, что я хотел изначально. Это всего лишь унылые всратые 720p, которые очень сильно мылят картинку, что неприятно как бы для зрения. Ладно, и так мы все поняли, что с контролем у нас все нормально, с Rainbow 6 все печально, и теперь давайте закинем еще одно сетевое мясо. Это Quake Champions. По традиции я выставляю все те же Full HD средней настройки, и вот результат мне чем-то напомнил старину Counter-Strike. Нет, тут, конечно, не скачет до 110 кадров, но вот более или менее стабильные 60-70 можно получить и даже без проблем. Бывают, конечно, местами просадки до 50, это связано, я думаю, с малым количеством видеопамяти, но все же, если перестать кривить лицом и сказать правду, то стоит признать, что GTS 450 на средних Full HD все еще живет и выдает достойный фрейм. Хорошо, давайте на время забудем о сетевых шутанах и пройдемся наконец-то, хоть и не по не самым новым, но все же известным проектам. Например, это будет GTA 5. Я думаю, не стоит снова повторять, что я выставил средний, то есть стандартный Full HD, и увиденный мной результат, скажем так, был явно неожиданный. 15 кадров — это провальные цифры, и даже для карты, которой 10 лет. И тут я уже было собрался вытаскивать ее из компьютера и выкидывать на мусорник, но случайно я заметил интересную штуку. Я думаю, кто-то из зрителей тоже обязательно обратил внимание на частоту видеочипа. Да, все верно, вы правильно поняли. Сам видеочип странным образом работал наполовину своих возможностей. То есть видяха по непонятным для меня причинам трудилась хоть и на 100%, но вот частота на ядре была однозначно не запредельная. И тут единственное, что пришло мне в голову, это просто поднять настройки вместо средних Full HD до высоких. Таким образом я заметно усложнил задачу для видеокарты, и знаете что, друзья, внезапно видяха таки выдала предельную частоту на видеочипе, и как результат мы видим консольные 30-40 кадров. Да, я понимаю, что 30-40 это не супер запредельный фрейм, но все же это не 15 кадров, как было до этого, и на 30-ке можно спокойно пройти игру. Ровно та же самая ситуация повторилась и с Project Cars. Средний фрейм там держался на отметке от 40 до 50, что я считаю абсолютно достойным результатом. Короче, если судить все увиденное в этом видео, то пока что я не стану выбрасывать эту карточку на мусорник. Я думаю, соберу как-нибудь компьютер на Windows XP и попробую вернуться в 2010-й, в те самые времена того же Сталкера, Far Cry и второй Мафии, но это будет, конечно, чуть позже. На этом у меня все, товарищи. Еще раз, если вам было интересно, то напишите в комментариях, снимать ли мне еще подобные железки в будущем. Если же вам не было интересно, то я все равно это буду снимать, поэтому ваше мнение для меня очень ценное. На этом я буду уже заканчивать. Увидимся уже скоро. Всем еще раз желаю удачи и до новых встреч на канале. Пока-пока.